Привет всем и добро пожаловать в мой сад. Начнем мы, наверное, с забора. Тут, конечно, я дала глицинии расти поверху, закругляя, так сказать, обрамляя рамочкой. Это, конечно, будет видно потом в моих следующих сериях, когда она зацветет, во-первых, и потом, когда появятся листья. Также справа я посадила еще 3 глицинии. Вот это, значит, белая. И вот это тоже такая же сиреневая, как и другая слева. Здесь это тоже, кстати, глициния. Я посадила ее ровно в тот же день, как я посадила и эти две. И она так называемая розовая глициния, что мне очень понравилось. Оно почему-то особо не разрастается и еще ни разу не зацвело. Очень такое одно растение, которое по-английски называется honeysuckle. Оно вечно зеленое, во-первых, и тоже как бы ползет по забору более-менее. Цветет очень сладкими на запах цветами. Да, потом мне бы хотелось бы, конечно, что весь забор закрылся чем-нибудь, поэтому я посадила для этого розы, которые, к сожалению, тоже меня почему-то в последнее время не радуют. Они не цветут, плохо растут. Здесь вот тоже одна такая вот роза, если вы можете заметить. Далее у меня, конечно, есть creeping fig, которая очень-очень-очень долго растет и не дает, скажем так, пока что еще желаемого результата, но посмотрим, что будет. Немножечко предыстории, конечно, у меня насчет моего опыта. Все, что я знала, это только когда мои родители, когда мы все жили вместе в Казахстане, у нас была дача, и они очень много чего, конечно, сажали там, и картошка у нас была, и разные другие овощи, ягоды, огурцы. Проводили очень много времени там, но все остальное, вот что я здесь сделала, я делала абсолютно интуитивно. Если я чего-то не знала, я, конечно, информировалась в интернете и так далее. И я, конечно, инспирировалась сделать такие фигурки, что на английском называется топиари, когда ты подстригаешь какие-то растения, кусты таким образом, чтобы придать им какую-то желаемую форму, что у меня неплохо, в принципе, получается. Вот эти данные формы я стригу сама на свой глаз, без всяких, как бы сказать, форм, сидящих на них, там ничего не измеряю, я просто на глаз стригу. Вот глициния уже, кстати, начинает цвести прекрасными сиреневыми кисточками, которые еще раскроются и будут очень офигенно пахнуть. Это наше фиговое дерево, которое приносит зеленые фрукты фиги. Оно тоже зимой абсолютно без листьев, но, как вы видите, уже начинает давать почки свой зеленый цвет. Далее вот наш бамбук. Да, дерево тут, если вы можете видеть, которое я посадила еще до того, как посадила бамбук. Это местное дерево, которое дает такие ягоды, похожие на маленькие яблочки и вкусом, и, в принципе, видом. Тут это мандариновое дерево. Мандарины довольно-таки вкусные, между прочим. И тут уже разрослось во всей красе. Это растение, которое не требует почвы, которое можно просто так развесить. И это вроде бы как колония из многочисленных растений. Также в этом дереве у меня есть орхидея. Какая-то австралийская местная орхидея, которой я решила в свое время заполнить дыру в этом дереве. Но
я могу вам сказать, что она, конечно, разрослась. Вот так, как бы орхидеи — это вообще как бы растения, которые растут на других растениях, в основном деревьях, но она ни разу не цвела пока что. Это хайдрангея, которая уже очень старая, и я ее периодически обрезаю, конечно, каждую весну. И у нее будут такие голубо-розовые смешанные цветы. Это моя березка. Мне хотелось, конечно, очень, чтобы было что-то знакомое с детства в моем саду. Я заказала ее маленьким саженцем, который пришел мне по почте. Вот я прям тащусь и кайфую от вот этого вот чувства сдирания березовой бумажки. Вот это, кстати, мексиканская трава, которая любит тень. Она довольно-таки очень красивая, неприхотливая. Тут сорняки. Это всегда свойственно зиме. Вот. Это такой шар. Я даже сейчас вам не скажу название. Но он почему-то искривился со временем, и я уже теперь его так оставила. Это моя вина. Нужно было оставить какую-то палочку, конечно. И вот этот вот honeysuckle, он разрастается, получается, теперь по земле. Ну и пусть как бы он обнимает эту тоже глицинию. Но это, конечно, у меня что? По-моему, English Box, который я хотела именно такой формы. Ну, я его сажала, конечно, он был без формы. И эта форма за годы, долгие годы. Я вырабатывала ее сама. И теперь лимонное дерево. Это Meyer Lemon, который имеет именно тот самый вкус, который, когда мы заваривали чай, делали чай с лимоном в нашей семье, вот именно был вкус лимона такой. Вот то, что сейчас продается в магазине, это совсем другой лимон. Много лимончиков ожидается, как вы видите. Поэтому в этом году я не обстригала лимонное дерево, что обычно я делаю, из-за того, что было очень много цветов, которые почему-то зимой цвели вовсю. И оно очень разрослось, но, конечно, потом, после этого сезона, я обязательно придам какую-то более маленькую форму. Предлагаю пойти в зону между домом и забором. Кисточки глицинии уже скоро. Значит, тут промежуток небольшой между нами и между этим забором и забором соседей. Есть проход, где люди, как вы уже заметили, ходят. И тут не было ничего, но мы решили посадить вьющиеся деревья. И я могла определиться, какое же растение мне выбрать, потому что их довольно-таки много. Мне хотелось что-то вечно зеленое, что-то, что цветет и желательно вкусно пахнет и покрывает забор идеально, чтобы забора из окон не было видно. В общем, мы начнем с жасмина. У жасмина, конечно, вот они, прекрасные, очень вкусно пахнущие цветы. Они цветут раньше всех. Но я могу сказать, что, конечно, забор он не покрывает, но очень древесная структура, которая остается, и парочку листиков. И в основном все листья и цветы, они наверху, а не там, где основание растения. Поэтому, скажем так, если вам нужно покрыть забор, это не самый лучший вариант. Конечно, тут тоже у меня продолжается глициния, которая доросла уже до почти конца забора. Переходим к следующему растению. Это так называемый китайский звездный жасмин, который не цветет в данное время. Он цветет где-то
перед летом, по-моему. И он прекрасно покрывает, он вечно зеленый, и забора практически не видно. Какие цветы у него, они похожи, в принципе, на этот жасмин, но только они более тоненькие по форме. И пахнут чуть-чуть по-другому. Здесь еще второе растение, которое, может быть, вы не сможете сейчас различить. У него другие листья, смотрите. И трампетные ярко-красные цветы. То есть, как бы сейчас, в принципе, весь верх взял китайский жасмин. Но когда он цветет, это прямо выглядит тоже супер. И тут уже начинается бугенвиллея или бугейнвиллея, который я посадила перед другим окном. Бугейнвиллея очень, оно прям дерево, оно прям настоящее дерево с толстыми стволами, которые колючие. Можете видеть, какие тут. То есть с ними нужно быть очень осторожным. Это как колючая проволока. Это очень красивое растение, которое имеет много разных цветов. Ну, то есть его можно приобрести в розовом, в желтом, ярко-красном, белом. Есть многие гибридные, конечно, разновидности, но я выбрала розовый, и оно довольно-таки очень сильное. Как сказать, сильное в том плане, что ни ветры никакие не страшны. Ему можно гнуть эти палки и вести как хочешь, куда хочешь. И как бы сама вершина имеет такие... Была хорошая идея закрыть чем-то забор, потому что теперь, выглядывая из окна, я могу видеть растения, цветы, которые движутся ветром. Видно, что есть какая-то жизнь. И сейчас это растение тоже ведется прямо аж до сюда. И, конечно, желательно, чтобы оно доросло и до гаража, и будет очень красиво. Последняя часть моего сада, в кавычках, это терраска перед домом. Вот так вот это все выглядит издалека. Такой небольшой уголок и вход в дом. Это растение, по-моему, называется кризалис, если я не ошибаюсь. И вот сейчас, в данный момент, в конце зимы, оно так вот красиво цветет. Декабрист, который еще доцветает последними своими цветочками. Лишбокс, который я все-таки из-за того, что форма довольно-таки сложная, которую я хочу им придать, то есть пирамидальные и конусные. И я жду, пока, значит, они заполнят эту форму, чтобы можно было снять эти палочки, которые я установила. Подходя с другой стороны опять к дому, мы можем видеть такой уголок, там, где можно сесть на солнышке, и идет Bluefisk травка, которую я обожаю, голубой цвет в растении. Такое вот в горшке растение. И, конечно же, мой шкафчик для садовых принадлежностей, который мне теперь, как настоящему садовнику, очень нужен. Спасибо за то, что были со мной сегодня в моем саду. Я надеюсь, вам понравилось, и, может быть, какая-то информация была полезна или интересна в любом случае. До скорых встреч!